Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня я хочу вам показать, точнее я вам обещал в предыдущем ролике, показать, с чего я начинаю укладку стеновой плитки. Видео буду записывать в лайв формате, потому что на этом объекте у меня особо нет времени снимать фильмы. Кто не смотрел предыдущий ролик по укладке вот этой плитки, раскладки елочки, посмотрите, зайдите на канал. А сегодня я уже начну укладку стеновой плитки. С чего нужно начинать эту работу? Перво-наперво нужно сначала определиться с раскладкой. То есть где, по каким стенам, как плитка пойдет. У меня, допустим, здесь начинается с целой, туда уйдет на подрезку 10 сантиметров. Ну и так вам нужно определиться с каждой стеной, где, как плитка у вас будет лежать. Это очень важно. Это первое, с чего нужно начать. Второе, то, что я делаю. Я включаю лазер. Да, включайся. Выставил первую плитку. По лазеру луч должен бить по верху плитки. Потом я беру плитку и по всему периметру прохожу, проверяю, как она становится, чтобы перепроверить полы. Может быть такое где-то косячок, и плитка будет или выше линии стоять, или намного ниже. Поэтому нужно проверить полы. Везде, по всему периметру пройти, посмотреть, везде ли у нас проходит плитка. Так как полы я сам укладывал, поэтому я уверен в них, там если где-то будет где-то миллиметр, не больше. Если полы укладывали не вы, то лучше тщательно все проверить, дабы потом не получить большой косяк. А косяк заключается в чем? Если же, допустим, вам нужно подрезать плитку, это не страшно. То есть вы чуть-чуть подрезали и опустили под линию. Страшно другое. Если наоборот где-то провал в полу, и вам придется плитку поднять до линии, и снизу вот такой вот у вас зазор будет. Вот это страшно, это видно. Если мы плитку подрезаем и опускаем, этого не видно. А если мы ее наоборот задираем на сантиметр, если в полу яма, вот это будет видно. Вот для этого нужно все перепроверить. Вот сразу хочу показать, как у меня здесь получилось. Вот у меня здесь все идет по линии, все вроде бы четко. Ну а вот здесь я немножко косякнул с полом, там буквально 1 миллиметр. То есть я вот ставлю плитку. И смотрите, что получается. Видите? На миллиметр эта плитка выше. То есть это о чем говорит? Что пол здесь где-то на миллиметр у меня поднят. Ну, плиточка вот эта половая очень маленькая, сложно было с ней работать. Как выходить с этой ситуации? Потому что нам в любом случае плитку нужно подогнать под эту линию, чтобы следующие ряды уже шли ровно. И справляется это все очень элементарно. Снял я здесь меньше миллиметра, совсем чуть-чуть. И снизу этот рез вообще не будет виден, абсолютно. Ну и посмотрим, что сейчас у нас получается. Поставлю на пол. Вот смотрите, пожалуйста. Теперь даже чуть-чуть на клинышек, на микрончике нужно ее поднять. Я всегда наношу клей только на стену. До формата 600 на 600 плит. Все, что форматом идет меньше, всегда только на стену. На плитку никогда не наношу клей. Только на большой формат. Точно так же использую СВП. В одном из видео я уже говорил, почему я не использую СВП. Мне не нравится. В принципе, есть на то причины. Только, опять-таки, на больших форматах. От формата 600 на 600.
Гребенка это у меня 10 миллиметров. Под этот формат плитки этого вполне достаточно. И для ТБшников хочу сказать, те, кто захотят в комментариях там поумничать, почему работаю в домашке. Потому что в комбинезоне здесь можно свариться, здесь камера не передает, здесь такая жара, такая духота, не знаю, градусов 30 или 40, даже не знаю, градусника нет, но здесь дышать нечем, поэтому работаю в домашке. Прижимаю плитку просто плотно к стене, максимально сколько позволяет толщина клея. Не устану повторять, нужно просто штукатурить идеально стену под себя. Отштукатурили стену идеально, под гребеночку намазали и плотно прижимаете плитку к стене. Она уже никуда не денется, не надо никакие СВП, ничего не надо, просто для контроля. Потом берем правило и все это по плоскости проверяем и прижимаем. Правило вам все покажет, где у вас какие-то неровности есть небольшие. Все это подкорректировать можно. Лишний клей, если где-то плитка грязная, я всегда протираю. Клиент придет, посмотрит, сразу поймет, что вы аккуратны, что вы не рукожоп, делаете все красиво. Вот, после того, как приклеили плитку, все, убрали излишки клея, теперь смотрим уже по лазеру, что у нас получается. Где надо, на обычные клинышки, чуть-чуть мы ее поднимаем. Но мне здесь это нигде и не нужно, собственно говоря. Все, далее вставляем крестики. Здесь вставляем только боковые крестики. Крестики у меня 1,5 миллиметровые. Считаю этот размер самым оптимальным. И шов получается и небольшой, то есть и не толстый, и не тонкий, и работать удобно. В общем, как по мне, 1,5 миллиметровые то, что надо. По линии, не знаю, сейчас днем, наверное, лазер плохо видно. Все идеально по лучу. Запомните, как вы выставите и выложите первый ряд, так у вас и дальше пойдет. То есть идеально выложили первый ряд, и дальше все пошло четко. Если первый ряд вот такой, у вас вся плитка потом будет плясать. Поэтому особое внимание именно на первый ряд. Потратьте на него немножко больше времени, но сделайте его идеально. И дальше у вас без проблем стенка будет подниматься. Вот нарисовалась еще одна такая проблемка. Здесь подоконник вплотную к стене. И это придется вырезать целую фигуру, что не есть хорошо и удобно. Поэтому я сейчас покажу, как решить эту проблему. Ну и теперь это выглядит вот так. Получше, чем вырезаться под подоконник, фигурную резьбу делать. Аккуратно срезали, вставили плиточку. Этот шовчик засиликонится, все будет красиво.
Вчера за день выложил вот эту стенку. Покажу с другой стороны. Но напротив окна будет плохо видно. Швы 1,5 миллиметра. Ну, смотрятся они визуально больше за счет того, что на плитке есть заводская фаска, ну, закругление в плитке. Поэтому визуально всегда смотрится, что шов больше. Но на самом деле он 1,5 миллиметра. Укладывал я конкретно в этом случае все по стенам. Выложил одну стену, вторую, третью, четвертую. Можно и по периметру, в принципе, поднимать ряд за рядом, но в данной ситуации мне было так проще. Здесь еще потому, что проекта не было, дизайн проекта, здесь все вот так. Допустим, эту стенку я положил, у нас должно было быть снизу две плитки у нас серые, потом цветочки и сверху уже белые. Как только я эту стенку положил, все, клиент пришел, сказал: нет, мне не нравится белая, надо заменить. То есть эту стенку так оставили, а все остальное уже заменили на всю эту полосатую. Вот такие ситуации как бы иногда бывают, и это, если честно, задерживает работу достаточно прилично. По стенам почему еще выгодно укладывать, допустим, если у вас идет там несколько рядов разных плиток. То есть вы стенку положили, и вы уже визуально постоянно контролируете, видите, где какая плитка идет. Тоже, в принципе, удобно. Так, Санек, ну-ка подвинься чуть-чуть. Вот. Шовчики у нас 1,5 миллиметра, крестик. Но визуально кажется, конечно, больше. Это все происходит из-за того, что у нас в плитке есть заводская фаска. Напротив солнца буду снимать, поэтому строго меня не судите. Вот так это все выглядит. Перегородочку эту все положили. Здесь ее не было. По поводу уголков пластиковых, тоже это не мое решение. Так захотел клиент, сам выбирал. Я, конечно, пытался отговорить. Но здесь на вкус и цвет товарищей нет. Здесь поставим решеточку под радиатор красивую, инсталляция. Все это в скором времени уже будет здесь установлено. На сегодня все. За работу, как всегда, ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.